Добрый день всем заводам, патриотам. Значит, в прошлом уже года два я езжу, вот, показывал, как я поставил подшипник, вот эту резиночку. Она, в принципе, чувствует себя замечательно. Там никаких люфтов нету, никаких стуков. Но у меня появился стук вот в этом сошлении. Значит, вот я его вытащил сейчас. То есть прямо он просаживается и вверх-вниз, вверх-вниз. Происходит стук, особенно на кочках, когда проезжаешь. Значит, решил, посмотрел опять же в интернете, какие там варианты предлагают на ютубе. Значит, ну и даже сами на СТОшках советуют, потому что карданчик такой стоит порядка 10 тысяч. Я, значит, беру вот такой шланг, небольшой кусочек. С одной стороны его разрезаю для того, чтобы потом обжать карданчик, который кверху идет. Вот этот. А на нижний сейчас одену. Он, в принципе, по диаметру подходит. Смазал маслом, одену туда плотно. Потом вставляю карданчик, обжимаю, соответственно, хомутами и вставляю все обратно. И как показывает практика, все должно пройти. Там будут эти биения, они компенсироваться с помощью шланга. Ну и должно быть все нормально. Соответственно, карданчик не забуду помазать. Мажу, вставляю и покажу, как это будет примерно выглядеть. Вот я одел. Сразу туда хомутика закинул, одел шланг, смазал этот карданчик. Самое интересное, что эта резинка, в принципе, еще шланг будет исполнять роль влага- и пылезащиты, потому что вот буквально меньше 2 лет назад я разбирал это все, маслом смазал, вытащил. Сейчас оно все как приржавевшее, как-то остатками непонятно чего, пыли, грязи. Вот, значит, сейчас ставлю, ну, наверное, еще да немножко, может, смазки набью, но не знаю, надо ли вообще, в принципе. То есть, если влага и пылезащита будет достаточно. Ну вот результат моей кулибинской деятельности. Сразу обращу внимание, что вот этот вот шланг аккуратнее, чтобы вот эти хомуты, они ничем не могли задеть за него, потому что это все-таки тормозной шланг, он идет с тормозного цилиндра. Ну вот, сейчас обжали, может быть, конечно, длинновато ее сделал. Посмотрим в ходе эксплуатации, как будет себя вести, но, по крайней мере, теперь берешь, вообще никаких звуков не издает. Там у нас подшипник стоит, 2 года уже ходит, все нормально. Здесь карданчик, сошленение, вот это шлицевое, но на данный момент роль демпфера резинка играет, пока не стучит. Проверим на ходу. Результат моих усовершенствований налицо. Руль мягенько, ничего не стучит, не бряцает, приятно ехать. У нас снег выпал немного, весна, конец марта. Всем добра, я буду рад, если кому-то пригодится.